Интересно, что наибольшее количество описаний прошлого связано не с цивилизацией ванов, погибшей 25 тысяч лет назад, а с цивилизацией Атлантиды, погибшей 67 тысяч лет назад. Дело в том, что она была самостоятельной земной цивилизацией, создавшей принципиально новые технологии, отличные от технологий материнской цивилизации йотунов. Цивилизация атлантов, асуров, существовала около 40 тысяч лет. Она развивалась, имея в качестве основы цивилизацию йотунов. Атланты построили планетарную биоцивилизацию, которая была основана на базе разработанной альвами искусственной клетки. Они создавали живые машины и приборы, а также живые дома и одежду. Освоили приземелье и Солнечную систему. Построили несколько колоний в других звездных системах. Живые звездолеты атлантов создавали гиперпространственные туннели, через которые они перемещались между отдаленными точками галактики. Причиной гибели этой замечательной цивилизации была война с йотунами, некоторым образом напоминавшая конфликт между колониями и доминионом, например, войну за независимость в США. Особенностями этой высокотехнологической войны являлись случайность ее возникновения, ложное срабатывание автоматических систем оповещения о нападении у йотунов и быстрое течение. Цивилизация атлантов была разрушена практически одним первым лучевым ударом, нанесенным с орбитальных спутников йотунов. Это произошло внезапно. При этом сами йотуны даже не успели принять решение о нанесении удара, так как сработала автоматика. Ответный удар, нанесенный магами асуров, разрушил инфраструктуру йотунов, которым потом потребовалось несколько тысяч лет, чтобы восстановить свою цивилизацию. Воспоминания о цивилизации Атлантиды, полученные в ходе регрессивного гипноза и сканирования сознания активизированных союзников, имеют высокий информативный характер. Удается увидеть необычные детали быта биоцивилизации, многочисленные научные исследования, космические путешествия, контакты с представителями внеземных цивилизаций. Удается получить информацию о магии асуров и о различных технологиях, связанных с ней. Воспоминания, связанные с цивилизацией ванов, гораздо беднее. Это была развитая технологическая цивилизация воинов. Они не создавали технологии, а использовали готовые. У ванов не было науки и исследований, а только производство и добыча полезных ископаемых. Технологии йотунов были максимально унифицированы и стандартизированы. Существовал небольшой перечень машин, которые использовались йотунами. Эту ситуацию можно описать примером. Если вы можете производить автомобили Mercedes или холодильники Bosch, то вам нет смысла тратить силы на производство чего-то менее качественного. Если сосчитать бытовую технику по классам, то получится совсем небольшое количество аппаратов, включая транспорт и бытовую технику. Сами же аппараты йотунов собирались из небольшого количества унифицированных блоков, которые производились автоматическими заводами, находящимися в космосе. Особенностью производства йотунов являлась потребность в большом спектре сырья, необходимого этим заводом. Она заставила йотунов, обитавших на Марсе, приступить к колонизации Земли. Ваны, захватившие планету у асуров, контролировали ее из нескольких горных цитаделей. В каждой такой цитадели, городе-крепости, проживал наместник, князь, со своей дружиной. Добычей и переработкой сырья занимались варвары, одичавшие люди, утратившие цивилизацию. Взамен поставок сырья, переработанного на земных заводах, йотуны поставляли князьям ванов стандартные механические модули, из которых собирались различные аппараты. Все ваны имели генетическую специализацию, определявшую их социальный статус. Однако существовало большое количество встраиваемых в организм человека модулей, биоимплантов, биочипов и симбионтов, которые позволяли ванам изменять свой биологический статус и далее продвигаться в социальной иерархии. Эти модули можно было получить в награду за службу. Часть ванов служила в боевом подразделении, бригаде Вальхалла, которую йотуны использовали в космических войнах. Внутренние войны расы йотунов, аналогичные борьбе повстанцев с имперцами в сериале Джорджа Лукаса «Звездные войны». Когда исследовалась память очевидцев, то воспоминания представали достаточно похожими. Жизнь в цитаделях ванов была комфортной, но однообразной, как, впрочем, и жизнь в любом военном гарнизоне. Исключение составляли акции по усмирению восставших варваров или редкие стычки между ванскими князьями.
Наиболее впечатляющие воспоминания связаны с действиями бригады Вальхалла, участвовавшей в космических сражениях, а также с Великой битвой, погубившей цивилизацию ванов. В этих воспоминаниях мало научной или технологической информации, но есть опыт обращения с разными бытовыми устройствами и видами вооружений. Исследования воспоминаний, связанных с Лемурией, затрагивают период войн с использованием технологического оружия, а также период космических полетов и освоения планет. Еще было довольно много воспоминаний, связанных с колдовством и колдунами. В некоторых воспоминаниях фигурировали и сильные артефакты, и процесс их изготовления. Кроме того, встречались воплощения среди альвов, твергов и даже нагов. Эти воспоминания наиболее запутанны и сложны.